Сегодня поговорим с вами о симптомокомплексе созависимости. А, Я, я постараюсь быстро, но у меня столько всего есть сказать, что это будет сложно, как обычно. Но я постараюсь быстро, чтобы, может быть, оставить время на вопросы, ответы. Вот. И сегодня мы поговорим о созависимости как одержимости контролем. То есть, вот такой-то характерной особенности созависимости или, может быть, даже какой-то сущностной, характеристики, такой содержательной. А может быть, даже, вообще как, а, ну, действительно, не знаю, сути созависимости, как попытки, все контролировать, все, что доступно, все, что возможно. Немножко сначала о, так сказать, понятиях. Когда здесь в данном случае я говорю о контроле, имеется в виду не какая-то а, там стратегия, успешная стратегия контроля, а попытка контролировать то, что под контролем под моим не находится и не должно находиться, за контроль над чем, собственно говоря, я и не несу, и не должен нести ответственности. И к тому же попытки эти провальны. Все равно, так или иначе, в долгосрочной перспективе они не приводят к желаемым результатам. И больше того, в попытках контроля над тем, что человек не может и не должен контролировать, он теряет контроль над своей жизнью, над самим собой, что приводит к определенной деградации и разрушениям в жизни. Почему многие люди, не всем, может быть, даже это и нужно, но многие люди с наличием вот этого симптома комплекса созависимости обращаются в конечном итоге за помощью. Им нужна специализированная помощь или поддержка хотя бы в рамках сообщества самопомощи. Нужны программы выздоровления или терапевтическая помощь, и психотерапевтическая, возможно, даже. Потому что в конечном итоге созависимость разрушает жизнь человека. Ну, кто-то преодолевает ее, растет через это, там, работает над собой, над своей личностью и, так сказать, превращая потихоньку проблемы в задачи, решая их с помощью других, там, своей, растет и не деградирует. А многие люди деградируют через это, разрушаются, то есть не справляются, оказываются бессильными, и тогда им нужна специализированная помощь. И вот этот контроль, который не является успешной стратегией жизненной, не является конструктивным и адекватным способом жить. А, Вот о нем мы как бы говорим, когда говорим в контексте созависимости, проблем созависимости или проблем зависимости в том числе. Вот. И также хочу сказать, что когда мы говорим про контроль, мы не имеем в виду чисто внешние поведенческие какие-то вещи. Прежде всего и в большей мере я, например, говорю о внутреннем состоянии, так сказать, ума. Человек может ничего не делать и при этом контролировать. Мы сегодня немножко с этим разберемся, потому что я очень часто слышу на группах, в консультациях, на различных мероприятиях о том, что человек считает, что он отпустил контроль или не контролирует в силу того, что он там, не знаю, там, ну, например, своего близкого, что он не лезет там, не знаю, в его комнату или там в его соцсети, но при этом внутренне находится в напряженном непринятии там, того образа жизни, который ведет человек. Не в смысле просто там несогласий, не в отказе декларировать там какой-то разрушительный образ жизни, как разрушительный, вот, а именно вот в непринятии, вот в лютом таком вот несогласии и сопротивлении внутреннем этому, в негодовании, раздражении.
То есть контроль в данном случае — это такое внутреннее несогласие, как ожидаемое или нестерпимое желание, чтобы реальность изменилась, чтобы вот некая объективная реальность, а другие люди — это тоже объективная реальность, и многие наши состояния, чувства, обстоятельства — это тоже объективная реальность, то есть существующая вне зависимости от того, как мы к ней относимся и что мы по этому поводу чувствуем или думаем, то есть объективно. Вот некое ожидание и нестерпимое желание, чтобы оно изменилось так, как надо мне. В данном случае под контролем имеется в виду вот это. И при этом вполне возможна и покорность. Такое ложное смирение с реваншизмом. То есть в силу того, что обстоятельства сильнее, они складываются так, как они складываются, человек может быть в покорности. Но это не смирение, это не договоренность с объективной реальностью, что вот, ну, я согласен с тем, что вот оно так происходит. Это именно такое реваншистское временное такое, может, даже очень долгое, но все равно временное, вынужденное, да, покорение. Я для примера, немножко сбегая вперед, там приведу, чтобы вот тоже понимать это, да, что именно имеется в виду под контролем. Приведу такой пример. Ну, например, одна из характерных особенностей большинства созависимых является то, что человек ну, может лежать, мечтать и не предпринимать действий. Вот такая мечтательность пассивная, то есть воспринимать себя как беспомощного и, ну, выученная беспомощность, да, воспринимать себя как беспомощного, не могущего изменить обстоятельства. И казалось бы, а где же здесь контроль? Вот лежит человек, мечтает и ощущает себя беспомощным. Но на самом деле контроль здесь есть. То есть человек по-прежнему не согласен, категорически не согласен с тем, как существует объективная реальность. Ну, грубо говоря, он претендует на место Бога, просто не может этого сделать, но он претендует на то, что именно он знает, как правильно, а оно вот неправильно и не должно так быть. Вот это само по себе несогласие с негодованием, это и есть контроль. Это именно то, о чем чаще всего мы говорим, когда говорим про контроль, а не действия и поступки, еще раз повторяю. Или вот, как я уже приводил, там, например, если это родственник зависимого, то он там не лезет к зависимому родственнику, но при этом испытывая страх, раздражение и негодование, и злость на то, как он там себя ведет, главное, как он живет вообще, да. Вот. Это тоже в себе, внутри себя содержит контроль. Хотя, казалось бы, он не предпринимает никаких действий, он не лезет. Но при этом внутреннее это состояние, оно называется контролирующим. Вот, то есть он в голове в своей, грубо говоря, его меняет, ломает, убеждает, манипулирует им, чтобы он изменился там, в ту сторону, в которую нужно. Или просто вот негодует. Вот негодование — один из верных признаков контроля. То есть ощущение негодования, да, внутреннее там, вот такое прямо сильнейшее несогласие с тем, как объективная реальность существует. И контроль, как стремление все, что возможно, да, все, до чего можно дотянуться, держать под своим контролем, появляется в условиях непонятной и нестабильной обстановки в дисфункциональной семье. В то время, когда происходит психологическое рождение личности, да, там от 0 до 3 лет, и овладевание какими-то навыками выживания первыми, там, ну, скажем, там, от 6 там, от 3 до 6 до 7 лет. А, Его база такая, да, и вот эта база, она появляется в виде такой опоры на собственное эго, причем эго ущербное, не сформировавшееся правильно. Потому что в условиях вот непоследовательных, непонятных, невнятных, там, двойных стандартов в дисфункциональной семье формирующаяся только вызревающая личность не имеет для себя каких-то внятных опор, какие-то принципы, правила, четкие, ясные какие-то понятия, соответствие, да, там, слов, поступкам и так далее. И вот в этих условиях
человек начинает опираться на свое эго, которое нормально в этих условиях сформироваться не может. Оно, с одной стороны, там, эгоизм какой-то здоровый, он не доформировался, с другой стороны, есть опора на это эго, а значит, есть эгоизм, но он какой-то нездоровый, то есть он какое-то раздутое эго, при этом оно может быть спрятанное. И в этой связи возникает часто путаница, хотя на самом деле, если быть честным с собой, такой сильной путаницы нет. Там, ну, очень много амбивалентных, разнонаправленных таких или даже противоречащих друг другу каких-то понятий и рассуждений, да, когда про зависимость, про созависимость говорят. Ну, например, там вот про созависимость, что вроде говорится, что это эгоизм, а с другой стороны говорится, что все время посвященность другим. И у многих людей, особенно в начале, возникает путаница, что непонятно, как же так, если я посвящен другим, если я служу другим, помогаю другим все время, вроде бы это не про эгоизм. На самом деле, конечно, это не так, это про эгоизм, вот, там, спасение своих родственников от них самих, да, там, постоянное предложение помощи или навязывание даже помощи, когда люди о ней не просят, это вызвано эгоизмом, а не альтруизмом. Вот. Хотя маскируется это часто под альтруизм. И как раз вся эта амбивалентность, вся эта путаница внутренняя и внешняя, она связана с тем, что ну, действительно у человека не сформировалось здоровое эго, и стадия здорового эгоизма не прошла нормально во время развития его личности. Но при этом он эгоист и опирается на свое ущербное эго, которое, вот изворачиваясь, пытается как-то там выживать. И вот в таких условиях, в условиях дисфункции семьи, очень часто, ну, практически всегда, человек опирается на свое эго как на единственный какой-то более-менее доступный, понятный источник стабильности и, может быть, даже гарантии выживания. А, Это смешно, потому что на самом деле человек вообще очень много чего не может контролировать. Ну, у человека сосуд в голове лопнул в любой момент, и он превратился в овощ. Какой он контролер? Можно вспомнить разговор Воланда в «Мастере и Маргарите», когда он говорит, что нужно иметь план хотя бы на 1000 лет, да, чтобы как бы обладать каким-то ощущением вообще контролируемости. Вот, и это правда. То есть человек все время проваливаясь, все равно имеет какие-то иллюзии контроля. Иногда задаю такой вопрос, что ну, там, если я иду по там, какому-то сильно скользкому льду, по бугристому, с твердой подошвой в обуви, и 10 раз поскальзываясь, 9 не падаю, а падаю только 1. Я контролирую ситуацию или нет? И многие отвечают, что контролируют. Они считают, что они контролируют такую ситуацию, хотя не знают, сколько раз упадут ли, на какой бок упадут, сломают ли что-то при этом. Ничего на самом деле не находится под контролем, но людям кажется, что эта ситуация контролируема ими. Вот. На самом деле, как бы я могу контролировать какие-то предпринимаемые мною шаги, какие-то действия, то есть, да, находиться в контроле, но я не контролирую итог, результат, да, ситуация не находится под моим контролем, несмотря на мои предпринимаемые усилия по контролю своих действий. И с этим вот сложно. Этот человеку очень сложно дифференцировать, человеку созависимому, где его ответственность, за что он несет ответственность, чего он должен добиваться, а перед чем смиряться. И если говорить о том вообще, как бы, какова роль, да, вот этого контроля в проблемах созависимости, то можно просто как-то э, просто посмотреть на там, какую-то там, симптоматику, те какие-то особенности характерные, которые есть у людей с созависимостью, и посмотреть, какова сущностная их основа, и какова их мотивация, да, для чего они вообще существуют в жизни человека. Если в жизни человека что-то существует, то он существует для чего-то. И вот мы сегодня попробуем об этом поговорить. Но сначала еще немножко вот о формировании, да, о фундаменте. Например, специалисты говорят о том, что у созависимых одна из характерных особенностей – это утрата самоощущения. Это я вот про опору на свое эго. Почему человек то есть его эго ущербное, но при этом он ни на что другое, ни на что высшее, большее опереться не может и доверить никому и ничему
ничего не может, а все пытается держать под своим контролем. Вот утрата самоощущения или его полное отсутствие, ну, то, что происходит в результате воспитания в дисфункциональной семье, то есть происходит такая утрата, наверное, связи с собственной самоидентичностью. Кто я, что я, куда я иду, зачем я живу. Человек этого не очень понимает. В созависимости часто в связи с этим люди определяют себя через свои роли. То есть не внутреннее собственное ощущение вот собственной аутентичности, собственной какой-то принадлежности самому себе и каким-то там определенным группам людей, а именно роли. Там мать, сотрудник, не знаю, брат, предприниматель, еще кто-то. Вот все. И вот эта роль представляется тем, ну, таким не то что портретом, а вот таким как бы проявлением меня. Вот я кто? Я вот, значит, вот мать. Все. И эти роли выполняются перфекционистски, то есть такое стремление к совершенству, к идеальному выполнению для того, чтобы подтвердить свою значимость. То есть я значим только, если я идеально выполняю роль, ну там, например, брата, или если я идеально выполняю роль сотрудника там компании, или еще что-то. Ну, кстати, для этого часто ищутся какие-то идеалы, какие-то кумиры и все такое. Ну ладно, не будем сегодня много про симптоматику. Недостаток самоуважения у созависимых практически постоянное явление, ну не практически, а, наверное, каждому созависимому свойственно. И в этой связи очень часто то, что, так сказать, многим известно, да, происходит с созависимыми, это пренебрежение собственными потребностями в пользу там желаний, потребностей или даже предполагаемых ожиданий окружающих людей, ну, в надежде на их одобрение. То есть вот если они одобрят, если, ну, так или иначе, напрямую, открыто или как-то будут довольны, то вот тогда хорошо, тогда я значим, я как бы имею право на жизнь. Если нет, то нет. Понятно, это в условиях вот дисфункции семьи формируется, сюда же входит чувство покинутости и поиск одобрения, то есть человек берет на себя ради этого, ради вот страха, ради избегания ощущения покинутости и одиночества, берет на себя там большой функционал по дому или на работе, за других что-то начинает выполнять. Ну вот то же самое, да, чтобы ощутить свою значимость, принадлежность и все такое. Отсутствие способности договариваться, недовольство окружающими и недовольство окружающих, ну, то есть людей, которые для меня значимы, оно ощущается иногда как смертельная опасность. То есть вот если мною будут недовольны, то это смертельно опасно для меня. Уже взрослый человек, может быть, даже уже пожилой, по-прежнему это в себе ощущает. Ну, понятно, частое подавление эмоций, потому что мои эмоции не важны, мои, мои потребности не будут восполняться, даже какие-то адекватные, нормальные. Моя жизнь мало кому интересна, как бы избегание открытого общения в этой связи из-за страха неодобрения, потому что если я открыт, уязвим, то мне некуда деться, у меня нету никакого темного уголка, куда я могу спрятаться. Если мною ну, как бы будут недовольны, если я чем-то не понравлюсь, если я что-то лишнее скажу или чувства свои проявлю, это вот тоже формируется из детства. И, конечно же, потребность спасать. Спасать, прежде всего, других людей от них самих. То есть вот они все неправильно понимают, все неправильно живут. Ну, там понятно, что не всех. Вот, спасательство всех – это уже такие мегаломании. А вот человек создает какой-то мирок вокруг себя, каких-то определенных людей формирует, какой-то круг общения, в котором он может других людей спасать от них самих, от их неправильного поведения. И это вызвано как бы такими двумя, считают специалистами, основными мотивами внутренними. Это показать свою любовь в кавычках, потому что это не любовь, конечно же, это про эгоизм, подкуп и все такое. Но как бы показать вот свою любовь, что я типа вы мне там дороги, важны, а с другой стороны держать все под контролем.
То есть держать, хотя бы ощутить, да, ощутить эту возможность контроля. То есть если я спасаю другого человека от самого него, то у меня есть ощущение, что я что-то контролирую, я реально на что-то влияю и все такое. Вот. Ну и понятно, что формируясь в такую личность с такими признаками, ну и многими другими, и это про созависимость, про симптоматику созависимости мы уже и проводили неоднократно семинары, у нас есть. Вот. Личность, конечно же, опирается на свое эго, естественно. Ни про какого бога, там, объективную реальность, да, ее законы, там, высшую силу или там какой-то вселенский разум речи быть не может. Про их существование речь может идти. И про устанавливание даже каких-то взаимоотношений с ними речь может идти. Но каких взаимоотношений? Тоже только контролирующих. Поэтому так легко погрузиться в обрядоверие, потому что обрядами я заставляю его делать то, что мне нужно. То есть я совершаю некие действия, а в ответ на эти действия мне приходит то, что мне нужно. Я влияю таким образом. Да? И поэтому очень многие люди с созависимостью, они погружаются в религиозную жизнь с удовольствием, вот, признают существование Бога, но выстраивают с ним такие же токсичные отношения, как и со всем остальным миром, со всеми остальными людьми. Ну, вернее, со всеми людьми окружающими. Итак, если говорить про такие особенности, характерные особенности созависимых, и про то, как это связано с контролем. Ну, например, низкая самооценка, про которую уже сказали. Да? С одной стороны, стремление к совершенству, опека над другими и такой тотальный самоконтроль. Вот, казалось бы, самоконтроль, значит, человек там что-то может как-то там себя там строить, чистить, вот, значит, развивать и все такое. Но это все патологические состояния, когда мы говорим про вопрос зависимости. Контроль над другими и стремление их контролировать, опека над другими и контроль их отношения к себе и прочие всякие вещи, да, по, так сказать, манипулированию людьми, они могут быть связаны со сплетнями, с осуждением, с критикой других, указанием на их ошибки. Жесткая критика себя при этом наедине с самим собой. Что, там, уверенность, что я глупый, бездарный, ничтожный, ошибающийся, вот, ругание себя там, за ошибки, за любые. То есть попытка контролировать и других людей, и себя. Ощущение своей незначимости и незначительности, помощь другим ради ощущения своей значимости, как уже говорили. Причем может приобретать это и иную форму, я имею в виду низкая самооценка. Она может приобретать форму высокомерия, склочности, эпатажа, самовыпячивания какого-нибудь, но внутреннее содержание одно и то же, низкая самооценка. То есть человек пытается своими силами, своими действиями, своими манипуляциями, своими токсичными отношениями вытягивать ощущение собственного достоинства на тот уровень, при котором ему не так страшно. То есть контролирует. Созависимые также склонны замыкаться в себе. Они неуютно себя чувствуют среди там, других окружающих зачастую, да. Иногда к чему-то привыкают, смотря какой образ жизни человек ведет, смотря где он находится, что он делает, но бывает, что чувствует себя вроде бы неплохо, но при этом на деле все равно неуютно себя чувствует. Если бы он мог честно взглянуть на свои ощущения, на то, как он напряжен и так далее, он бы понял, что он неуютно себя чувствует и уходит в такую внутреннюю изоляцию, у него есть боязнь уязвимости, а в общении с другими людьми, в неконтролируемом общении всегда есть возможность оказаться уязвимым, человек этого боится. Поэтому он стремится, например, не выделяться, не попадаться на глаза начальству. Либо включается в отличничество, то есть вот в достижительство, в попытке, чтобы там постоянно хвалили. Две стороны одной медали. Избегание внимания к себе со стороны групп людей. То есть вот человек зачастую чувствует себя неуютно, когда много людей с вниманием сосредоточено на них. Но опять же, бывают разные формы, когда в другую сторону, когда человек, наоборот, является центром, да, и пытается быть, наоборот, в центре внимания,
Это такая просто оборотная сторона того же страха. Тогда человек отыгрывает роли и одевает маски. Страх перед общением с влиятельными, напористыми людьми. То есть опять вот трудно быть собой, когда какие-то люди напористые, начальствующие что-то говорят. Избегание открытого общения и особенно о своих проблемах. То есть человек созависимый все контролирует. Вот он, с одной стороны, замкнут на себе, пытается избегать других, и ради этого включается контроль. Что, где, как простроить так отношения, чтобы меня не вызывали, не трогали, не видели. Или если видят, то тогда, значит, как контролировать их отношение ко мне. Каким образом себя вести и как себя позиционировать, чтобы они обязательно относились ко мне так, как мне нужно. Вот. Ну и там, опять же, любое избегание, например, каких-то тем, особенно тем, там, о каких-то своих проблемах говорить, это тоже контроль. То есть контроль того, о чем говорим, как говорим, с кем говорим, что нам могут сказать в ответ. Ну, например, у зависимых, как, так сказать, а, одного из подвида созависимых, да, есть вот такая характерная особенность, что они избегают любых людей и разговоров, где и с кем может возникнуть беседа об их зависимости или об объекте зависимости, или о том, что у них проблемы с зависимостью. Да? Они просто начинают выключать этих людей из жизни, выключать, меньше с ними общаться, меньше с ними встречаться и все такое. Это вот одна из разновидностей такого контролирующего поведения. Также созависимые добиваются принятия окружающих любой ценой. Принятие, признание, ну, не принятие вот в каком-то здоровом смысле, а именно признание как существующего, как значимого, да, и вот хотя бы там не всех окружающих, а тех, кого могу, да, вот как я вначале сказал, до кого и до чего можно дотянуться. Зарабатывают очки, зарабатывают любовь, и даже разрушаясь, находясь там в каких-то вот токсичных отношениях, в ущерб себе все равно продолжают это делать, поддерживать подобные отношения. Это делается при помощи предложения помощи без запроса, извините за тавтологию. Значит, то, о чем я уже говорил. То есть нет запроса, нету обращения за помощью, но созависимый свою помощь обязательно предлагает, обязательно подхватывает, все время подстилает соломку под людьми, которые там могут, по их мнению, там что-то упасть. Вот в ожидании того, что их признают, в ожидании того, что их будут любить, ценить, ну, а может быть, даже еще и хвалить. Хотя похвалу созависимые тоже очень тяжело переносят, они испытывают чувство неловкости, подавленности и вины, может быть, даже не вины, скорее стыда, да, когда их хвалят. Зависимость от чужого мнения сюда же входит, предположение отношения других людей к себе. То есть вот как другие люди ко мне относятся, зависимый все время строит определенные предположения и тоже пытается это контролировать. То есть как ко мне именно относятся, да, я уже говорил. Но лицемерие очень часто в стремлении не обидеть кого-то, особенно вышестоящих, каких-то начальствующих или значимых людей. Вот, поэтому могут быть даже поддакивания, какие-то разговоры о том, что неинтересно, неспособность сказать о том, что что-то не так, тогда, когда оно не так. Вот. И, ну, даже вот вплоть до лицемерия. Трудности в признании проблем и признании дисфункции родительской семьи, это тоже форма контроля. То есть стыд некий, есть некий стыд за несовершенство родителей. Вот когда мы говорим на наших занятиях везде про дисфункциональную семью, то сопротивление – это первое, что возникает у всех. Вот. Когда к нам приезжают люди вот, в реабилитационный центр зависимый, да, многие сразу же пытаются сопротивляться тоже этому, говорить там, ну, на каких-то вот занятиях, лекциях про дисфункцию семейную или там на группах, они говорят, у меня семья была функциональной. Вот. Там, правда, мама с папой последние 15 лет в разных спальнях жили, да, или там папы нету с 6 лет моих, да, но семья у меня очень функциональная.
И за вот это нездоровое ощущение стыда за какое-то несовершенство родителей, родительской семьи, это тоже такое проявление созависимости, и это тоже контролируется. То есть человеку трудно в этом признаваться, трудно об этом говорить, он там обходит эту тему. Ну и я думаю, что если говорить про яркие дисфункции семьи, например, про алкоголизм в семье, многие знают этот пример, когда там, собственно говоря, ребенку даже навязывается, жестко навязывается ложь относительно того, что происходит в семье. Ну, в семье происходит насилие, ребенку запрещено об этом говорить с друзьями там и в школе. Да и ребенку самому с какого-то момента вот это навязанное, оно становится его присвоенным, и он стыдится и не рассказывает, что у него происходит в семье. Вот, какие процессы. Это тоже форма контроля, собственно говоря. Люди с зависимостью боятся критикующих, агрессивных людей, есть неуверенность и вина при критике, то есть первая реакция на критику – это чувство вины, никогда не анализ, не там последующее, возможно, отстаивание даже каких-то своих границ, еще что-то. Вот первое и самое главное – это чувство вины. Раз меня критикуют, значит, я виноват. Раз меня критикуют, значит, я плохой. Раз меня критикуют, значит, я плохой, недостоин, собственно говоря, ни любви, ни жизни вообще. То есть, ну, опять же, нету даже такой простой связки, что если меня критикуют или делают мне замечания, то это просто поправление меня. То есть я шел куда-то не туда, меня подправили, сказали, что я иду не туда. Это воспринимается именно как трагедия. То есть замечания любые, да, там какая-то критика, даже конструктивная критика, она воспринимается как объявление меня недостойным жизни. Опять же, вот тот симптом, да, недовольство окружающих воспринимается как смертельная опасность. Он вот с этим очень тесно взаимосвязан. Вот. И в этой связи очень многие созависимые не выносят бранных слов и громкого тона разговора, то есть просто чувствуют себя очень неуверенно, подавленными, в тревоге при таких ситуациях, не способны высказать свое мнение, если собеседник в чем-то убежден. То есть вот видят, что собеседник убежден в том, что он говорит, и они даже если с этим не согласны, они не способны высказать свое мнение, или мнение там чуть-чуть хотя бы отличное, или что-то подправить. Но опять же, не то, что неспособность вообще, но вот со значимыми людьми, с вышестоящими, с некоторыми из людей, да, там, которых они пытаются контролировать. То есть это не значит, что человек вообще никогда не способен, тут чтобы вы понимали, что это какие-то такие характерные особенности, но они могут, конечно же, там в разных ситуациях, то есть человек может сказать, что нет, у меня такого нет, я там, когда вижу даже убежденного человека, я готов его переубеждать. Но нужно вглубь этих ощущений, состояний заглянуть и посмотреть, так ли это на самом деле. На самом ли деле мне легко в виде убежденного человека, который так или иначе мне там дорог и близок, взять и начать говорить что-то против этого. Вот. И еще сюда же входит крах и паникерство, если кто-то стал свидетельством ошибок и каких-то затруднений. Да, это опять же про вот страх замечаний, про страх каких-то корректив, критики. То есть если вдруг кто-то становится свидетелем моих ошибок или моих затруднений в работе, то у меня возникает какое-то ощущение краха, ощущение какое-то самообвинение, вот, стыд и даже паника, возможно. Созависимые предпочитают общение с нездоровыми и психически неустойчивыми людьми. Ну, то есть люди более-менее здоровые, целостные, цельные не привлекают созависимых. С ними им неинтересно, скучно, а на самом деле, если глубоко заглянуть, тревожно, и они чувствуют себя небезопасно. А вот с людьми, особенно которые нуждаются в опеке, которые нуждаются в помощи, да, и поддержке, вот с такими им более спокойно, и с людьми, которые как бы неадекватны и нестабильны, тоже более спокойно. Не в смысле спокойствия, душевного покоя, а в смысле более привычно. Поэтому общение с людьми равнодушными, эмоционально отстраненными и не вовлекающимися очень частое явление в жизни созависимых. То есть они могут разговаривать с людьми,
которым плевать на то, что они говорят, и которые вообще никак не отреагируют. Это частая такая история. Есть в этой связи ощущение, что вся жизнь сплошной кризис. Вот, и регулярные такие мечты о совершенно нормальной жизни. Еще позже чуть об этом скажу. Частое ощущение, что другие люди определяют течение жизни. То есть не ощущает человек себя актором жизни и деятелем, и творцом, а ощущает, что вот другие люди, они, какие-то другие люди, да, определяют то, как течет жизнь. И ощущение, что страдания от других там, страдания, которые возникают в результате действий других людей, даже вред, причиняемый другими людьми, что они заслужены. Вот, что мне причиняют вред, и я этого заслуживаю. Вот на уровне ощущений. При этом, конечно же, опять же, всегда есть амбивалентность, есть внутреннее сопротивление, что мне причиняют ущерб, то есть сопротивление какой-то ущербу, а с другой стороны, есть какая-то обида, есть ощущение себя жертвой и все такое, но при этом все равно параллельно есть, часто, по крайней мере, возникает ощущение, может быть, не совсем осознаваемое, что этот причиняемый ущерб, он заслужен. Созависимые чувствуют себя жертвами обстоятельств, это вот тоже тесно связано с этим, и жертвы обстоятельств и жертвами поведения других людей. Вот такое, да, тоже выученная беспомощность своего рода. В этой связи есть ущемление себя и своих интересов в присутствии других людей. Вот, трудно себе там кусочек пирога отрезать, такой же, как всем, надо сделать поменьше себе, там порцию себе поменьше положить или еще что-то, ну и это, в общем, распространяется много куда. Удовлетворение, чувство глубочайшего удовлетворения при действиях, направленных как бы на помощь другим, в адрес других людей, что-то делать за других людей. Даже если заведомо люди этого там не оценят, не узнают, это, конечно, может вызвать, опять же, обиду и так далее, но и это тоже приносит удовлетворение, что я вот для них сделал, а вот теперь они этого не ценят, и вот я такая жертва, я такой несчастный, я такой потерпевший, и в этом тоже чувство глубочайшего удовлетворения на самом деле человек испытывает. То есть здесь разыгрывание скорее идет чувств, и человек неосознанно на самом деле, можно сказать, кайфует от этого. Вот, и в этой связи тоже человек очень часто, человек с зависимостью предоставляет себя в качестве жилетки для плакания, да, там поплакаться, испытывает сильнейшую тягу разрешать чужие проблемы, особенно проблемы близких в семье. И путаница любви с жалостью происходит, поиск таких партнеров, особенно вот в отношениях, да, которых есть за что пожалеть. И над которыми, как я уже говорил, требуется опека. И созависимые, как, наверное, многие знают, либо чрезмерно ответственны, либо безответственны. То есть попытки все время решать все проблемы всех членов семьи, набирание какой-то массы ответственности и функционала на себя и разных забот. Вот. И если дела в семье или на работе, или там в проекте, там где-то, где человек участвует, идут не очень, то чувство вины и ощущение, что сделал много ошибок или сделал что-то не так. Вот, хотя там, например, причастны очень многие люди, а некоторые вещи вообще особо не касаются. Или как другая сторона, так сказать, без ответственности, вот эти вещи, набирание на себя там других чужих ответственностей, все такое, это тоже вариант безответственности. То есть, когда я набрал ответственность за других, я не несу как бы за себя ответственность. То есть, у меня нету времени, сил и возможности нести ответственность за себя и за свою жизнь, за построение. Я вот очень важные дела делаю. И другой вариант безответственности, более простой, это ощущение, что люди ожидают от меня чего-то невозможного, что требования неразумны, что люди не понимают, насколько мне тяжело, насколько я беспомощен там или болен и так далее. Вот, ощущение и пребывание вот в ожидании какого-то момента, когда начнется новая здоровая жизнь, вот такая мечтательность такая, да, что вот-вот или там когда-то наступит абсолютно хорошая, счастливая и здоровая жизнь. Вот, когда-то. Или мечты и ожидания, что Бог или судьба все изменят чудесным образом, или прекратят все трагическим каким-то образом.
Это тоже такой вариант. Вот, что я не буду ничего делать, мне не нужно ничего, никак действовать, а вот Бог, Он сам все как-то вот возьмет и изменит. Люди с зависимостью чувствуют себя виноватыми при отстаивании своих интересов, тоже, наверное, знаете, это такой часто постулируемый симптом. Ну и лучше подумать о других. В общем, мне стыдно за то, что я думаю о себе. Я виноват, чувствую себя виноватым за то, что мне нужно отставить какие-то свои интересы или свои границы. Какой я эгоист, так нельзя, лучше подумать о других. Да? И при необходимости делать, ну или при желании, да, возникающем желании делать что-то для себя, возникает чувство своей неправоты. Вот, несмотря на то, что человек может даже это делать, может даже уже привык это делать, но внутренне сохраняется фоновое ощущение своей неправоты, ну или, по крайней мере, подозрение, а вдруг я не прав. Вот. Если рядом появляется человек, который выразил какую-то свою поддержку и понимание, то возникает желание рассказать ему, и часто это делают созависимые, о том, что окружающие люди несправедливые и, не знаю, подлые и нечестные, и еще какие-то, в общем, пожаловаться очень сладко бывает. Страх и часто неосознаваемый. Причем страх, если возникает необходимость запланированного какого-то разговора с кем-то. Ну, например, сказали, что кто-то хочет со мной о чем-то поговорить. Вот тут же возникает, значит, страх, потому что это некая ситуация, которая предполагает, что я могу оказаться уязвимым, что я могу чего-то испугаться там, внутри той ситуации, поэтому я заранее боюсь этой ситуации, этого разговора. Вот какой-то запланированный, серьезный разговор вызывает страх. Ну, еще раз повторю, часто не осознаваем. Накопление в себе злобы и негодования, в результате чего происходят периодически парадоксальные, там, да, неконтролируемые, деструктивные выплески этой злости и негодования. Созависимые также отказываются от многих чувств и воспоминаний своего детства, подавляя и скрывая, потому что подавляя и скрывая их, можно не признавать правду о себе. Какие-то некоторые эпизоды своего детства не могут даже вообще вспомнить. Эпизодическая паника, страх и ужас возникают без видимых причин зачастую у людей. Это происходит в связи с тем, что очень много чего накоплено в бессознательном, что вообще никак не выразимо и не осознаваемо. Да? Ну, а ситуация происходящая делает какой-то определенный камбэк, которого я не осознаю. То есть она делает какой-то, отсылается к какому-то воспоминанию из детства, которое я вообще не осознаю, не признаю в себе. Я испытываю чувство страха и паники, даже не понимаю почему, потому что я вот живу в такой неосознанности. Таким людям очень редко удается по-настоящему чем-то восторгаться, разделять радость с другими, ну, по крайней мере, искренне восторгаться. Разыгрывать-то можно. И когда приходит страх, угрызение и тому подобные чувства, такой человек часто находит разные способы, чтобы их подавить и ни в коем случае не испытывать эту боль, которую они с собой приносят. И поэтому он какой-то деятельностью, какими-то компульсивными поступками постоянно отвлекается от этого, заглушает. Созависимые страдают от различных зависимостей или вредных привычек. Вот это общее ощущение или состояние несвободы, там, страх быть брошенным, страх быть отверженным, поддержка разных токсичных отношений сюда же входит. В общем, приводит к различного вида компульсивному поведению, но тут важно не путать, да, все-таки зависимость и вредная привычка – это разные вещи. Они связаны между собой, но они разные. То есть то, какие у человека зависимости, наркомания, алкоголизм, шопоголизм, сексоголизм, трудоголизм и прочие вещи, это определяется биологией, биохимией прежде всего. Это то, что человек там унаследовал. Вредные привычки – это разные способы компульсивного поведения, которые снимают некий уровень напряжения, приносят некие определенные ощущения, которые нужны, но они не являются зависимостью еще. Но другое дело, что зависимые, собственно говоря, и появились, согласно науке эпигенетики, в результате компульсивного поведения созависимых. Ну, то есть, если кто-то вполне себе хорошо снимал стресс алкоголем когда-то,
то со временем в этой семье появился первый человек, который уже родился алкоголиком. То есть тот человек, который уже сразу родился готовым к этому, уже с внутренней потребностью, со сбоем в нейротрансмиттерной системе, который потребовал со временем применения алкоголя для ощущения себя, так сказать, в норме. Ну и вот, собственно говоря, многие созависимые, практически все, наверное, можно сказать, так или иначе, в той или иной мере там подвержены каким-либо видам зависимостей. У некоторых вот такой явной какой-то зависимости, может, и не находится, но чаще всего там есть зависимость от других людей. Вот, ну, а все зависимости и каких-то вот компульсивных видов поведения, которые перерастают в вредные привычки зачастую. Вот. А с другой стороны, любой зависимый, который начинает выздоравливать, там, будь то наркоман, алкоголик, игроман, он, когда начинает выздоравливать, он становится просто таким вот, как я говорю, голым созависимым. То есть вот зависимости вот этой нет, которая была как бы внешней такой вот явной причиной его проблем. Вот, а вот он вот торчал, значит, употреблял, бухал, и вот поэтому вот те-то и те-то и те-то проблемы. Вот человек не делает этого, а проблем еще выше крыши. Почему? Потому что созависимость все еще осталась, она никуда пока не девается. Созависимые часто испытывают трудности в общении с близкими. Ну, вообще, в принципе, созависимые не способны на настоящие интимные доверительные отношения. Как бы им что на этот счет ни казалось, они способны сливаться в токсичных отношениях. Они способны с другой личностью в сиамских близнецов превращаться, что является нездоровым и контролирующим в том числе поведением. А раз контролирующим, это контролирующие отношения, значит, нету доверия. На самом деле в любых таких токсичных созависимых отношениях, даже когда люди растворяются друг в друге, там, как Ромео и Джульетта, они не способны доверять друг другу, они не доверяют друг другу, они на самом деле контролируют поведение друг друга, отношения друг друга и так далее. Ну вот, собственно говоря, неуверенность в себе и недоверие к окружающим – это такие внутренние содержания этих всех взаимоотношений. Созависимые испытывают трудности в доведении начатого дела до конца зачастую. Это тоже, собственно говоря, форма контроля объективной реальности. Он бросается с удовольствием в какое-то дело, у него куча планов мечтательных разных, он ждет, что вот когда-то все изменится, у него там в столе хранятся куча каких-то проектов или в голове, но при этом этих проектов куча недоведенных и очень сильное чувство вины за потраченные время, там, ресурсы, средства, не знаю, на какие-то незаконченные проекты, и вот в этом человек во многом зачастую живет. Ну, часто этот симптом присущ созависимым. И созависимые имеют в конечном итоге сокровенное желание держать все в своих руках. Бурные реакции на ситуации, которые идут не по плану, самообман, лукавство, чувство вины и беспомощности, вся эта каша, она вся используется в попытках именно держать ситуацию под контролем. Есть желание, постоянное навязчивое желание знать, где находятся близкие, чем они заняты. Есть раздражение на проявление инициативы, там, не знаю, подчиненными или коллегами, раздражение на изменчивые обстоятельства, события, осмысливаемые как важные. Если вдруг они выходят из-под контроля, вызывают тоже сильнейшее раздражение и много, там, ну, может быть, злость, да, там, выплески злости или много-много титанических усилий, чтобы снова взять их под контроль. И в этой связи еще большие трудности с тем, чтобы расслабиться, и у человека постоянная жизнь в напряжении. И все это, как вы видите, все это попытки контролировать объективную реальность, контролировать события, контролировать других людей, контролировать свои собственные чувства, ощущения, эмоции, ну, прежде всего, ощущения, да, как я себя ощущаю, вот, при помощи всего этого. И почему я говорю про одержимость? Потому что, вернемся к началу, человеку кажется, что это жизненно необходимо, что это самая настоящая витальная потребность. Это неосмысленно. Очень многие эти процессы бессознательны.
Но там, когда формировалась зависимость, формировалась идея о том, что жизненно важно держать все под контролем или хотя бы то, до чего я могу дотянуться, то, что я считаю важным, то, что является моим каким-то присвоенным себе, держать под контролем, и тогда я имею смысл, имею какое-то признание, да, имею право быть любимым, имею право жить, собственно говоря. Потому что моя жизнь якобы зависит от того, заслужил я или не заслужил. Там, любовь, признание, жизнь, все такое. И человек таким образом испытывает сильнейшую тягу контролировать. Почему мы сталкиваемся постоянно с ситуациями, что люди, долго находящиеся в программах выздоровления от зависимости, уже там осознающие, что каждая их копейка, каждый их там ресурс, который они дают, предоставляют своему зависимому родственнику, используется на то, чтобы человек себя убивал. Уже вот они знают, это, они уже признали даже это слово. Вот он убивает себя. Но они ничего не могут сделать, когда он подходит и снова спрашивает. Когда он начинает манипулировать. Когда он, ну, то есть вот этот разговор все время, ну, я говорю, он же требует деньги на воду. Но я говорю, а вы скажите, что вы не дадите, потому что он себя этим убивает. А он тогда скажет, что я дура. Здрасте, приехали. Ну, это как бы вот это довод. Вот как бы вот все. Как я могу позволить, что он, тот, кто вообще живет неадекватную абсолютно жизнь, разрушительную, да, и за мой счет разрушается, он скажет, что я вот дурак какой-то там, что я неадекватный. Он скажет, что я неадекватный. И чего дальше? Но вот для человека это настолько важно, что ему даже страшно предположить, что он будет себя вести так, что другой человек скажет, что он неадекватен, там, плохо или еще что-то. Поэтому есть, и это нужно осмысливать и осознавать тем, кто выздоравливает от созависимости, и тем, кто выздоравливает от зависимости. Есть сильнейшая внутренняя потребность контролировать. Есть вот одержимость именно одержимость тем, чтобы осознавать собственное существование и признавать собственное достоинство жить через то, что я обязательно в чужой жизни как-то там ковыряюсь, кого-то спасаю, кого-то меняю, на кого-то влияю и чем-то управляю. Это полностью противоречит тому, что называется трезвой, адекватной, конструктивной жизнью и здоровыми отношениями с объективной реальностью. Ну вот это то, что я хотел рассказать. Извиняюсь, коротко у меня опять не получилось. Но, может быть, давайте успеем на какие-то вопросы, там, минут 10 потратить. На зуме есть вопросы? Всем привет, Батер зависимый. Мгм. Денис, скажи, пожалуйста, как вот в моменте распознать контроль и как перестать, распознавая, как уйти от этого контроля в моменте? Мгм. Значит, смотрите, бороться с контролем – это бороться с симптоматикой снова, да. Любые программы там, терапии, выздоровления, они предполагают прежде всего не борьбу с болезнью, да, научиться с ней жить. А это значит, что вначале то, что мы можем и то, что мы должны делать, это начать идентифицировать эти проблемы, видеть их, вот эту симптоматику видеть, признавать, говорить о ней открыто, в разных тонкостях, деталях, да, размышлять об этом вслух, в том числе с другими людьми. Вот ты говоришь, как распознать? Распознать при помощи обратных связей, ну, например, просто. То есть так как мы говорим об абстрактной ситуации, а не конкретной, то можно так распознать. Ага, у меня возникло подозрение, что то, что сейчас происходило, это был какой-то мой контроль, либо там отношение других людей ко мне, либо, значит, контроль других людей, чтобы они отыгрывали какие-то нужные мне роли, еще что-то.
тогда я могу этой ситуацией поделиться с одним, со вторым, с третьим или на группе поделиться, для того, чтобы, получив какие-то обратные связи, во-первых, для того, чтобы вербализируя и формулируя это, уже кое-что об этом узнать. На самом деле, одно дело, как ситуация выглядит у нас в голове, и совсем другое, как она вербализируется, как мы ее произносим в словах, она совсем уже приобретает другие краски. Там уже кое-что о ней распознать. Потом, возможно, получив обратные связи, открыть об этом. Это не значит, что мне правильно скажут, что мне кто-то тут диагностирует что-то, да. Но важно, что слушая других, я буду все равно раскрывать больше об этой ситуации, о самом себе, если я внимательно слушаю. И тогда, если вдруг я распознал, что да, допустим, предположил, что все-таки это вот был мой какой-то вот этот контроль нездоровый, созависимый, то я могу вот здесь уже поставить какой-то маркер определенный. Так, вот это, скорее всего, болезнь. И вот, собственно говоря, это и есть задача. Вот эта болезнь, вот здесь у меня проявляется болезнь, вот так она проявляется, и еще вот так, и еще вот так. То есть наша задача признать это, а дальше, конечно, учиться в каких-то определенных ситуациях, попробовать там поступать по-другому. То есть это все процессы, которые идут одновременно. Человек выздоравливает от зависимости или от созависимости, и признавая у себя проблемы, меняется, да, а в этой связи где-то на какой-то 10-й, 100-й или 1000-й раз он может поступить уже по-другому. Но для начала хотя бы после ситуации давать им честную оценку. Вот какая главная задача первые годы выздоровления. Давать честную оценку тому, что происходит. Хотя бы уже после ситуации. Вот и все. А распознавать в том числе при помощи других. Ну, то есть там как-то идентифицировать и говорить, да, это был контроль или не был. Да. Это при помощи других людей, так или иначе. Спасибо. Еще есть? Спасибо. Денис, да, есть вопрос. Всем привет, Николай Зависимый. Денис, а как вот тоже распознать, получается, вот одержимость контроля или просто это контроль в связи с возложенными какими-то обязанностями, ну, ответственностью, да, вот там на меня возложена ответственность, и я должен как бы посмотреть там какой-то определенный там выполненный план работ. И как вот мне это понять, одержимость у меня этого контроля или это просто вот, мне нужно это сделать, потому что на мне такая возложилась вот ответственность. Ага. Да, спасибо. Хороший вопрос. Я вот перечислял множество разных таких подпунктиков, а это не исчерпывающий список, да, как именно проявляется контроль и одержимость контролем. И они чаще всего содержатся вот в проявлениях. То есть, опять же, там, я советуюсь или нет? Ну, вот если есть какой-то функционал определенный, он как-то там более-менее описан, да. Я просто выполняю свой функционал. Ну, например, можно вот чувство, да. Если у меня негодование, значит, я контролирую. Но опять же, если на моей работе, например, у меня функционал, что-то я должен делать, но я при этом испытываю негодование, то это не значит, что мне не нужно этого делать. Мне нужно сделать то, что от меня требуется, но для себя поставить маркер тот самый. Я испытывал негодование, значит, я контролировал. Я хотел, чтобы не просто выполнялась работа, а чтобы эти люди были другими, чтобы эти обстоятельства складывались по-другому, там и так далее. То есть моя созависимость явно проявилась, у меня явно есть этот контроль, но тем не менее я все равно выполняю свой функционал. То есть выполнение функционала – это просто выполнение предписанных определенных инструкций или принятие ответственных решений, взятие честное на себя ответственности за эти решения. Но при этом это как бы не имеет отношения к проявлению созависимости. А вот проявление созависимости – это то, что это сопровождает. Если я негодую, если я лукавлю, если я что-то выпячиваю, приукрашиваю, если я при этом потом пошел и начал обсуждать этих людей там и, значит, рассказывать, какие они все нечестные, несправедливые, невыздоравливающие, не знаю, там еще какие-то. Вот это явное проявление контроля. То есть я хочу, и вот это главный же себе вопрос, а что со мной происходит? Я чего бы хотел в идеале? А я бы в идеале, оказывается, хотел, чтобы эти люди были другими, или чтобы это были не эти люди, а другие, и чтобы произошло все по-другому, ну тогда я контролирую, очевидно. То есть для этого и существуют разные формы самоанализа, да, там какие-то там, вот у вас есть дневники там в центре, да, там когнитивно-эмоционально-поведенческий этот
там разные, да, на группах вот этот рассказ о себе каждодневный, неоднократно всякие разные группы, на которых мне необходимо проводить самоанализ, что со мной происходило, как я себя чувствовал, о чем я думал, что, да, и, возможно, еще и даже обратной связи получить. Ну вот стоит задуматься, что на самом деле со мной происходит. Если я себя так чувствую, то почему так чувствую, да? А вообще есть такое вот, тут разговаривал тоже с одним нашим клиентом на тему того, что, да, собственно говоря, если я испытываю внутренне сильнейшую вот боль какую-то душевную, да, если я испытываю какое-то вот это, там это может быть злость, обида, негодование, раздражение, ощущение себя жертвой и все такое, ну, значит, я что-то контролирую. И осталось только просто честно признаться себе гипотетически, да, что значит, видимо, я что-то контролирую, а дальше найти, что именно я пытаюсь контролировать. Мгм. Спасибо. Спасибо. Так, ну вот я вижу, на Ютубе тоже вопросы были, друзья, но давайте что, оставим их на потом. Кстати, с прошлого эфира из Вятки я так и не увидел вопросов. Там говорили, что остались какие-то вопросы, я их так и не увидел, отец Сергей. Если они все-таки есть, то соберите их, пожалуйста, или если собирали, переправьте мне. Хотелось бы их не оставить без ответа. Денис, можно еще один вопрос? Да, Коля, ага. Всем привет, Роман Зависимый. Денис, Здорово. вопрос такой, как перестать реагировать на то, когда тебя контролируют, и как перестать испытывать именно агрессию к этим людям? Ну, это же двусторонняя дорога. Если я испытываю раздражение, гнев, агрессию по отношению к тем людям, которые меня пытаются контролировать, то значит, я их контролирую. То есть я пытаюсь, я люто не согласен с тем, что существует, с тем, какие это люди и как они себя ведут. Я могу быть не согласен с тем, как в отношении меня поступают, и простраивать границы. Я могу говорить, так, вот это мне, значит, не нравится, я прошу в отношении меня так не делать. Да, и дальше подумать, какие я еще могу предпринять меры по отстаиванию своих границ. Я могу прекратить с человеком как-то там взаимодействие, сказать, что слушай, в связи с тем, что ты вот так вот постоянно проявляешь контроль, мне придется ограничить наше общение как-то и взаимодействие. Да. Можно привлечь там третьих лиц, вот, например, сказать, что давайте там договоримся, ну, вот в семье, например, да, там, давайте договоримся, кто за что отвечает, где чья ответственность, какие-то такие границы простроить. Вот. Но все эти действия, они предпринимаются для вот конструктивного построения отношений. А если при этом внутри негодование, злость, раздражение, агрессия, то я, значит, пытаюсь контролировать также этого человека. И по сути, можно на самом деле принять этого человека в связи с рассматриванием этого вопроса именно так. Но если я сам такой контролер, что настолько негодую и злюсь, вместо простраивания каких-то здоровых границ, простраивания здоровых отношений, попыток со своей стороны договориться, вместо этого испытываю вот эту злость, то чем я от него-то отличаюсь особо? Вот, значит, а что я могу тогда делать? Я могу другого изменить? Нет. А что я могу делать? Я могу работать над собой. Окей, значит, я буду работать над собой. Ну, грубо говоря, человек начал меня, там, если пример, вернее, приводить, человек начал меня контролировать, у меня это вызвало бурю негодования и злости. В этой связи я иду на группу, иду к спонсору, делаю шаги, иду к доверенным лицам, разговариваю с ними. То есть предпринимаю свои шаги по собственному выздоровлению, потому что то, что сейчас произошло, он-то делал чего-то там и как-то себя вел, и он меня контролировал. Но то, что сейчас произошло, для меня-то в этом всем главнее всего что? То, что у меня проявилась болезнь. А значит, я иду свою терапию делать, а не ожидаю, что другой изменится. Ну и со временем это будет потихоньку проходить. То есть нету никаких чудесных механизмов, слава богу, потому что мы бы тогда деградировали. Никаких чудесных механизмов просто изменений своего отношения и ощущений, их не существует. Вот просто дайте мне таблетку, я вот сейчас изменю свое отношение, и у меня не будет. Такого не существует, поэтому необходимо
постепенно, поэтапно, работая над собой, менять и в том числе свое отношение ко многим вещам в жизни происходящим. Все, на этом спасибо большое всем. Мы прощаемся. Тем, кто работает в группах, добро пожаловать обсуждать то, что взяли для себя. Сейчас ссылка на Zoom будет размещена. Тем, кто в группах у себя в городах, тоже добро пожаловать обсудить. Ну и до следующей встречи. О прямом эфире сообщим дополнительно. До свидания.